Сегодня издеваемся над Бисмарком и делаем цепь под названием вальс. Рассчитать такой вид плетения можно в приложении Цепилогия, ссылка на которое есть в описании к видео и на главной странице канала. Я рад приветствовать вас на Цепилогии. Изготовление цепи начинаю с навивки спирали с коэффициентом 3,3, через бегунок, размер которого равен половине диаметра ригеля. Затем нарезаю спираль на завитки по 2,3 оборота. Сборка полотна такая же, как и у Бисмарка. В процессе я закрываю каждое звено, соединяя витки. Эта хитрость позволяет цепи быть подвижной и не разваливаться до пайки. Приступаю к первому этапу пайки. Обильно наношу флюс кистью и паяю средним припоем мягким пламенем. Места паек такие же, как и у классического Бисмарка, в точках соприкосновения витков. После пайки полоскаю цепь в горячем растворе лимонной кислоты, чтобы снять флюс. Подрезаю усики над витком.
перехожу ко второму этапу пайки. Под одним из прошлых видео спрашивали, можно ли паять все за раз. Конечно, можно. Я паяю в 2 этапа, потому как считаю это более удобным. Обрезанная цепь ведет себя более предсказуемо при выкладке на паяльной доске. Когда вся пайка окончена и полностью отмыт флюс, цепь необходимо выкрутить. Направление выкрутки противоположное, нежели при выкрутке бисмарка. В процессе выкручивания нужно держать цепь в постоянном натяжении для правильного формирования звеньев. Не лишним будет произвести 1 или 2 промежуточных отжига. Убедившись, что после выкрутки ничего не порвалось, приступаю к запиловке. По классической схеме вначале открываю основные плоскости, а затем опиливаю края и формирую радиусные переходы. На этом на сегодня все. Благодарю за просмотр и до встречи на цепилогии.